В Мурманске мужчина обстрелял экипаж ППС. В Вологде сгорел ночной клуб. В Москве мужчина выкинул кота из окна 4-го этажа из-за футбола. А в Норвегии прошел испытательный пуск первой европейской ракеты. Об этих и других новостях в ближайшие несколько минут на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. В Мурманске около половины 10-го вечера мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте. У него два ружья. Вон. Одно в руке. Вон он ходит опять. Никаких требований стрелок не предъявлял, по словам очевидцев. Он просто забрался на крышу и стал палить по окнам прохожим, экипажу ППС и приехавшим полицейским. Те перекрыли квартал вокруг дома, где засел стрелок. Губернатор Андрей Чибис обратился к мурманчанам и попросил тех, кто живет поблизости, погасить свет и отойти от окон. По данным связанного с силовиками канала МЭШ, всего было сделано порядка 20 выстрелов. Около половины 12-го силовики приступили к штурму крыши. А ближе к полуночи в Росгвардии Северо-Западного округа сообщили, что стрелок нейтрализован. По предварительным данным, он тяжело ранен. В региональном следственном комитете рассказали, что преступник – местный житель 81-го года рождения. А телеграм-канал ВЧК ОГПУ позже уточнил, что его имя Владислав Завгородний. Он сотрудник ФБГУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». С собой у него действительно было два ружья. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что он не состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников органов. Мотивы стрелка выясняются. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Еще один инцидент со стрельбой накануне вечером произошел в центре Челябинска. Как сообщает Челябинское МВД, стрельбу открыли на пешеходной улице Кировки. А местное издание 74.ру уточняет, что причиной стали нашивки. Одна компания зашла в кафе в одежде с нашивками, похожими на нацистскую символику. Другая компания возмутилась. Другими словами, потребовала, как это водится, пояснить за шмот. Вскоре потасовка перенеслась на улицу. В ход пошли перцовые баллончики. Ну и заодно травматический пистолет. Очевидцы также рассказывают о некой ярко-зеленой вспышке и дыме, после чего мужчина упал. Всех участников доставили в отделение полиции, а одного пострадавшего с ожогом роговицы отвезли в больницу. В Вологде в ночь с воскресенья на понедельник загорелся ночной клуб «Огни Суханы». Пожар охватил крышу здания и распространился на 900 квадратных метров. Для тушения задействовали 40 сотрудников и 12 единиц техники. Из клуба были эвакуированы 15 человек, в том числе посетители и сотрудники. Обошлось без пострадавших. Местные СМИ пишут, что по предварительным данным причиной пожара стало воспламенение масла во фритюрнице. Погасить ее при помощи огнетушителя не удалось. Огонь быстро распространился по зданию. В Москве очередная облава на мигрантов. На этот раз в фитнес-клубе «Спирит Фитнес» на юго-востоке города. По словам клиентов, силовики уложили лицом в пол и мужчин, и женщин. Затем посетителей разделили по принципу «русские и нерусские» и стали проверять документы. СМИ пишут, что те, у кого был паспорт и отметка из военкомата, отпускали. Что касается всех остальных, то, по словам очевидца, те ребята, которые виляли от военкомата и были без паспорта, встряли в неприятности. Конец цитаты. Какие именно неприятности, не уточняется. Позже канал «База» получил комментарий от клуба. Там сообщили, что облаву устроил ОМОН, и связана она была с проверкой документов у мигрантов. Сотрудников военкомата с ОМОНовцами якобы не было. А вот каналу «Сота Вижн» сотрудники клуба заявили, что, цитата, «такие облавы происходят сейчас везде». Московская прокуратура проверяет стрит-художника Неймера, который выкинул своего кота из окна 4-го этажа и снял это на видео. Животное выжило, но получило травмы. Живодеру теперь грозит уголовка, а котика у него забрали. Да он жив, да, он жив, смотри. Он жив. Все, теперь он на улице будет жить. Позже на видео горе-блогер рассказал, что, оказывается, кот не впервые переживает подобное обращение. Свои действия же Неймер объяснил тем, что был расстроен, что его любимая команда ПСЖ не стала чемпионом Франции. А кот мешал ему смотреть футбол. Да еще и сломал лоток. И вообще на его содержание уходит слишком много денег. Цитата. «Не вывожу, в сердцах выкинул».
В ночь на 31 марта российская армия атаковала Харьков. По данным областной военной администрации, в городе раздалось не менее 6 взрывов. Начался пожар в Киевском районе. Повреждения получили гражданское предприятие, детский сад и несколько частных автомобилей. Также в городе продолжает расти число раненых во время предыдущей атаки днем ранее. Пострадавших уже 55. Среди них 5 детей. 2 человека погибли. Я напомню, что дроны ударили по жилым районам, в том числе попав по домам и госпиталю. Также пострадал Купенск. Авиационной бомбой ударили по центру города, пострадала женщина. Удар пришелся на 5-этажный жилой дом. Под завалами могут оставаться люди. В России, по данным Минобороны, за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников. Тревогу объявляли в Брянской, Калужской и Курской областях. Президентские выборы в Украине могут провести уже в этом году. Самая ранняя возможная дата в начале июля. Об этом сообщает издание «Экономист» со ссылкой на собственные источники. По их данным, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание, на котором поручил своей команде организовать выборы после полного прекращения огня. В мае в стране пройдет голосование по вопросу, продлевать ли военное положение. Его срок истекает 8 мая. Если его отменят, выборы можно будет провести. После этого по закону будет не менее 60 дней на предвыборную агитацию. Напомню, что 5-летний срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае прошлого года, на что давят и Путин, и Трамп. Но во время военного положения по Конституции проводить выборы нельзя. Несмотря на давление на Зеленского, сам Дональд Трамп может пойти вообще на 3-й срок, хоть это и противоречит Конституции. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу NBC. Американский президент заявил, что, цитата, «многие люди хотят этого, и есть методы, с помощью которых это можно сделать». Конец цитаты. Баллотироваться на 3-й президентский срок запрещает 22-я поправка Конституции США. Один из вариантов, при которых ее можно обойти, частично напоминает российскую рокировку. Премьер-министр идет в президенты в 29 году и сразу же уходит в отставку, передавая полномочия Трампу. Тот говорит о своем желании становиться президентом снова и снова с момента победы на прошлых выборах. Почти 2 недели продолжаются протесты в Турции. Оппозиция заявила, что в субботу только в Стамбуле удалось собрать более 2 миллионов человек. На этом фоне глава оппозиционной Народно-республиканской партии Özgür Özel заявил, что намерен собрать более 28 миллионов подписей за досрочные президентские выборы и освобождение своего соратника, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Именно с его задержания в стране и поднялась волна возмущения. Ну а власти продолжают массовые аресты несогласных и всех, кого они посчитают таковыми. Накануне стало известно, что суд принял решение об аресте шведского журналиста Йоакима Медина, репортера газеты «Даггинс» и т.с. Его задержали еще 27 марта, когда он прибыл в страну для освещения протестов. Теперь же его обвиняют в участии в вооруженной террористической организации и оскорблении президента. Об этом сообщили в администрации Реджепа Таyyипа Эрдогана. Якобы решение никак не связано с журналистской деятельностью Медина. Просто он известен, цитата, антитурецкими новостями и близостью к террористической организации Курдской рабочей партии. Конец цитаты. Главный редактор «Даггинс» и т.с. Андрес Густавсон назвал обвинения против своего сотрудника абсурдными и заявил, что Медин занимался исключительно своей профессиональной деятельностью. Правительство Швеции намерено как можно скорее добиться освобождения журналиста. Немецкая ракета-носитель «Спектрум». Первая запущенная из континентальной Европы орбитальная ракета упала через 30 секунд после старта. Однако в компании все равно назвали запуск успешным. Запуск был произведен с норвежского космопорта Анья. По данным норвежской медиакомпании НРК, полет прервали сами же операторы. В компании Isar Aerospace, которой и принадлежала ракета, заявили, что целью тестового полета был сбор максимального количества данных и получение опыта. Ну а вывести ракету на орбиту на этой стадии практически невозможно. Гендиректор компании Дэниел Мецлер сообщил, что испытательный полет оправдал все ожидания. Цитата. «У нас был чистый старт, 30 секунд полета, и даже удалось проверить нашу систему завершения полета. С этим результатом мы с уверенностью приближаемся ко второму полету». Конец цитаты. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео и ставьте лайки им тоже. Берегите себя. Увидимся.